Good evening and welcome to our Wednesday night Bible study. Добрый вечер всем, добро пожаловать на изучение Библии по средам. We're continuing working our way through the book of Mark. This evening we'll be in Mark chapter 10. Мы продолжаем изучать Евангелие от Марка, сегодня у нас 10 глава. And we will, begin like we normally do. We'll have Igor read our passage. It's Mark chapter 10, verses 32 through 52, and open us with a word of prayer. И давайте мы начнем, как обычно, с молитвы, чтения Писания. Просим нашего пастора помочь нам с этим. 32, 52. Отец наш Небесный, слава Тебе и хвала и благодарность за день сегодняшний, Господь, за возможность каждую среду погружаться в слова Твоего Писания, в мудрость Твою, Господь, познавать, насколько Ты милостив, благ к нам, слышать Твое Евангелие. И, Господь, мы просим, Ты используй эти уроки, используй, Господь, разбор Писания, для того, чтобы люди могли увидеть Тебя, чтобы люди могли познать Тебя, чтобы люди могли, Господь, покаяться, чтобы Ты Духом Своим Святым действовал в их сердцах, и пусть прославится имя Твое Святое сегодня и во всей нашей неделе. Молимся во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Чтение Евангелия от Марка, глава 10, с 32 по 52 стих. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам. И поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Завидеева, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышав, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон, когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Сие есть Слово Божие. Аминь. So as our passage begins this evening, we find Jesus and the disciples, they're on their way to Jerusalem.
В начале нашего сегодняшнего отрывка мы видим, что Иисус со своими учениками направляется к Иерусалиму. In fact, they're on the way going up to Jerusalem. It's a long uphill walk, about 18 miles. К Иерусалиму нужно идти обязательно вверх, поскольку он находится так на возвышенности, и немалое расстояние, около 18 миль. And that's why historically people always talked about going up to Jerusalem. Поэтому вот в других языках, да, кроме русского, когда употребляется слово «идти в Иерусалим», да, обычно используется вот как у нас в старой форме «восходить», да, то есть подниматься. Because anywhere you were in Israel, if you had to go uphill really to get to Jerusalem. Потому что в любой части, где бы вы ни находились, ну, в любой части Израиля, где бы вы ни находились, да, если нужно идти в Иерусалим, нужно обязательно идти в гору, вверх. And so Jerusalem really it sits on top of a large hill. Потому что Иерусалим находится на вершине возвышенности. Right, so this last stretch of the pilgrims that would be going to Jerusalem at the same time that Jesus is, this is the last kind of long stretch of road they would walk from Jericho up to Jerusalem. И вот в истории Иисуса это последнее такое восхождение, да, это последнее путешествие по дороге от Иерихона в Иерусалим. And so we see here in verse 32, they're on the road, they're going to Jerusalem. Jesus is walking ahead of them, it says in verse 32, and they were amazed, right? Итак, мы видим, что они восходят в Иерусалим, и 32 стих у нас, да, Иисус идет впереди, что с учениками, они ужасаются. They're amazed and they're also afraid, and then Jesus takes them aside once more, and this is the third time that he's going to tell them, look, I'm going to die. Они в ужасе, и они также в страхе. И вот Иисус снова разговаривает с ними о том, что же ему предстоит сейчас претерпеть. Right? Probably people had this sense that Jesus is going to Jerusalem and something important is going to happen there. И впечатление такое, что вот Иисус идет в Иерусалим, и там сейчас что-то произойдет очень важное. Right? There had been all this kind of conflict between Jesus and the religious leaders, and it's when he goes to Jerusalem, this is all going to come to a head. And people I think they kind of sense that. И люди, которые окружают Иисуса, они тоже на этой волне, они понимают, что сейчас что-то произойдет, потому что они были свидетелями всех этих конфликтов Иисуса с религиозными лидерами и понимают, что что-то будет. That's why the people that followed, they were amazed and they were afraid, like all this emotional turmoil as they knew they were kind of heading towards Jerusalem in this kind of maybe final confrontation. И поэтому толпа, которая следует вместе с Иисусом и 12, конечно, эти все люди, они и испуганы, и встревожены. Of course, in their mind, I think that they're still thinking of Jesus as the Messiah that's coming to redeem Israel. So they're seeing this as like the king is going to take his place in Jerusalem. С одной стороны, люди думают, что вот и ученики тоже, да, они думают, что Иисус как Мессия, как царь израильский, он сейчас должен занять свой престол в Иерусалиме. But Jesus says here, verse 32, he takes them aside and he's going to tell them, he's preparing the disciples for what's going to happen, or he's going to tell them in verse number 33 and 34, right? Но вот в 33 и 34 стихах мы видим, что Иисус со своими учениками, да, и он говорит им, что сейчас на самом деле произойдет. Right? This is the first time that he tells them basically where they're headed, right? They're going to Jerusalem. This is where this is all going to happen. Verse 33. Вот, 33 стих. Вот мы восходим в Иерусалим, да, вот здесь все сейчас произойдет. And so Jesus goes on to tell them, you know, I'm not the Messiah you're expecting. I'm the suffering servant, right? I'm going to be delivered to the chief priests and the scribes, and they're going to condemn me to death, right? They'll turn me over to the Gentiles.
Иисус уже который раз объясняет своим ученикам, что я не тот Мессия, которого вы ожидали, я страдающий Мессия, да? Меня предадут в руки первосвященникам и книжникам, меня осудят на смерть. And so Jesus, this is the third time he's made this prediction, and each time he's kind of put in different aspects of things that are going to happen to him at the end. И вот в этих стихах 33, 34 мы видим, что это третий раз уже Иисус делает предсказания, делает пророчество о своих страданиях. And all of these things that he's predicted are going to happen to him as we read through this, what they call the passion narrative, the narrative of the last, hours of Jesus' life. И все эти предсказания, содержащиеся в этих стихах, да, мы увидим, как они исполнятся во время Страстной недели. Right. So some of the things Jesus has said, he said here he's going to be delivered to the chief of priests and the scribes. Итак, о чем же говорит Иисус? Во-первых, Сын Человеческий будет предан первосвященникам и книжникам. Right. He's going to be, they're going to condemn him to death. Его осудят на смерть. Right. Already this would be hard for the disciples to accept because so many times Jesus has he's bested, like he's managed to overcome the people that have come to him to confront him, right? But it seems like now he's saying, look, the time has come that I'm not going to succeed, right? I'm going to seem to be failing. И ученикам, конечно, это очень трудно понять и принять, потому что во всех предыдущих конфликтах Иисуса с теми же первосвященниками и книжниками Иисус выходил победителем, ученики уже к этому привыкли. А сейчас получается что? Сейчас он сдастся, что получится? So Jesus is already, just in this first part, he's challenging their thinking as to what this Messiah is. They're thinking he's a kind of a warrior king, but he's saying, no, I'm coming for this purpose, right? Иисус в очередной раз пытается перестроить мышление своих учеников, да? Он как бы говорит им, что нет, я не царь, воин, победитель, да? Я Мессия, страдающий слуга. And if this part wasn't bad enough, not only are the scribes and Pharisees going, or the scribes and the chief priests going to condemn him, right? They're going to death. They're going to deliver him to the Gentiles. И тут еще идет страшнее, да, предсказание. Мало того, что именно первосвященники и книжники, да, то есть уважаемые люди предадут его. Мало того, что они осудят его на смерть, так еще они отдадут его в руки язычникам. Right. Think in the Jewish mind, they're thinking the Messiah is coming to deliver them from the Gentiles, he's not supposed to be handed over to the Gentiles. Потому что, опять же, в мышлении любого иудея того времени было заложено, что Мессия придет, чтобы избавить израильский народ от язычников. А здесь что получается? Все наоборот произойдет. And finally we see that he's going to be mocked, and he's going to be spit on, and he's going to be flogged, and then finally he's going to be killed. И в 34 стихе читаем дальше: поругаются над ним, будут бить его, то есть имеется в виду бичевать, да, оплюют его и в конце концов убьют его. Right, and this is really the process of how the Romans would put someone to death when they executed them, right? И на самом деле здесь вот как бы описывается процесс обычной римской казни. When before the Romans put someone to death, they always flogged them. Потому что перед любой смертной казнью у римлян полагалось бичевать человека. The flogging is the first step in the process of death sentence in Rome. Это был как бы первый этап исполнения, приведения в исполнение смертного приговора. And the mocking and spitting and those things, they just kind of complete the what do I say? It's like the utter downfall of the Messiah, right? He couldn't get any lower than this. А вот эти насмешки, вот эти плевки, да, это все как бы служило для того, чтобы окончательно унизить Мессию в глазах окружающих. And it seems that when Jesus teaches his disciples this, oftentimes they
they missed the part when he says at the end, "Oh, and after 3 days, the Messiah is going to rise." Right? They seem to always miss that part of it. И такое ощущение, что вот каждый раз, когда Иисус говорит о своих страданиях, да, и доходит до последней части, и в третий день воскреснет, такое ощущение, что ученики эту часть, они как бы благополучно пропускают. But I think that this idea for the disciples is so foreign to them that they really can't even grasp the concept that the Messiah is going to come and suffer and die at the hands of Gentiles when he's supposed to be coming and, you know, making Israel great again and making them free again. Ну и по большому счету вот этот новый образ Мессии, который Иисус представляет своим ученикам, он настолько чужд их сознанию, настолько не вмещается в них, да, что они предпочитают как бы держать у себя в голове тот образ, который они себе уже нарисовали. Воин, победитель, придет, избавит от язычника, все будет хорошо. Right, and again we see Jesus teaches them this big truth about who he is, and they kind of miss the fact, and they return to this issue of who's going to be the greatest in the kingdom, right? In verse number 35. Вот. А когда мы начинаем читать 35 стих, да, мы видим, что ученики, они как бы вообще не слышали, что вот сейчас вот Иисус говорил, все эти важные слова, да, потому что, ну, как это все как в песок ушло, они подходят опять к нему с вопросом, кто будет главный. It seems oftentimes Jesus goes to he teaches them this kind of earth-shattering thing, and it's too much for them to handle, and so they push it aside and just continue on the way they were. Такое впечатление, что настолько не входит в них, настолько эта мысль ужасающая и шокирующая, что они предпочитают ее не думать, отодвигают в сторонку и начинают заниматься какими-то вот суетными земными делами. And so we see in verse number 35, James and John, the sons of Zebedee, the sons of thunder, says they come to him and they ask him a question. Итак, 35 стих, мы видим, что Иаков и Иоанн, сыновья Завидея, сыновья Громовы, как их прозвали, да, подходят к Иисусу и задают ему вопрос. And I think this is funny because this is like, it's almost like something a little child would do when they're trying to get their own way or something, you know, like, they say, grant us, tell me you'll do whatever I ask you before I ask you what I'm going to ask you, right? И вопрос-то они задают, вот как, знаете, как дети иногда подходят к родителям и говорят, а вот скажи, что сделаешь, то, что я вот сейчас попрошу, да? И вот эти взрослые люди, да, они подходят и задают вот такой вопрос. Мы желаем, просьбу такую выдвигают. Мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим. It's interesting, as though they're trying to trap Jesus in a corner with having to grant them their wish, right? Вот, как будто вот на самом деле, как малые дети хотят поймать своего родителя, чтобы он прям выполнил их желание. And so Jesus, he doesn't say yes or no, but he says, well, what do you want me to do? What do you want? Иисус, конечно, не говорит им ни да, ни нет, он задает им вопросы, что хотите, чтобы я сделал вам? Yeah, exactly like the parent would be. Well, tell me what you want first, and then I'll tell you if you can have it, right? И точно так же, как любой нормальный родитель скажет своему ребенку, да, на такой вопрос. Скажи сначала, что ты хочешь. And so, verse number 37, what is it they want? They want to be on Jesus' right hand and on his left hand. И что же они в итоге хотят? В 37 стихе мы видим, что они хотят сесть у Иисуса по правую сторону, другому по левую сторону в его славе. In their minds, they're still thinking about how the ranking system is going to look like in the God's kingdom when Jesus sets it up, when he establishes it. То есть, что бы ни происходило, они все еще думают, какова будет же структура Царствия Божьего, кто там, где какой портфель, кто на каком месте, у кого какой ранг. And that would have been very normal. That's a very culturally normal concern during this time period, right? И да, в то время это был нормальный такой культурный подход. They would be very concerned about in the afterlife who was going to be closest to the person who was in charge. То есть сейчас происходит какой-то
переворот, да, и было нормально узнать, кто же будет приближенным к самому главному. These 12 disciples at the time are probably thinking we're going to be the 12 ones that are the highest rank, that have the best access to God, and then after that, further and further and further away. И, конечно, у 12 вполне могли быть такие мысли, да, что вот у нас 12 самых ближних учеников, да, и, конечно, мы должны занять самые ближайшие посты, ну и какая-то там должна быть иерархия, скорее всего. Right, so they want to be one at his left and one at his right, and then Jesus says, you don't really know what you're asking me to, asking to do. Ну вот, и братья-то хотят по правую и по левую сторону от Иисуса сесть, и Иисус им отвечает, что не знаете, чего просите. Because the glory that Jesus is going to achieve is going to come through his suffering and the cross. Потому что та слава, в которой Иисус придет, она придет только путем страданий. And so there isn't a right hand and a left hand in glory without following Jesus through the process of suffering in the cross. Невозможно будет получить эти места по правую и по левую руку во славе, если ты не пройдешь вместе с Иисусом весь крестный путь. Right. So Jesus says to them, you don't know what it's required to achieve this glory, to achieve this spot. Are you able to drink the cup that I am going to drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? Verse number 38. Вот в 38 стихе мы читаем, какой он вопрос он задает. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Right. So this is a way of Jesus saying, when he says, are you able to drink the cup? It's like, are you able to share in my suffering, so to speak, right? Вот, когда разговор идет о чаше, разговор идет о страданиях. То есть, можете ли вы разделить со мной страдания мои? When they talk about sharing the cup, it means kind of like, can you share my fate? But it generally had a negative connotation, which it does in Jesus' case. Да, можете ли разделить со мной страдания, можете ли разделить со мной мою судьбу? И в данном случае смысл, конечно, такой резко негативный. Right? And then he uses this metaphor along with the cup. Are you able to share my fate? And then the baptism, it's like the baptism with which I'm going to be baptized. And Jesus is going to be, you might say, baptized in suffering. И вот тут две метафоры. Первая метафора чаша, да, метафора страданий. И вторая метафора крещения. И здесь крещение тоже символизирует страдания. He's going to be totally immersed. That's what it means to be baptized. He's going to be dipped completely into the suffering. Потому что что происходит при крещении? При крещении происходит полное погружение под воду. Иисус же будет полностью погружен в страдания. And so after he's immersed in the suffering, he's going to then rise again to glory as he is brought out of the suffering. И уже только после этих страданий он воскреснет, воспрянет к новой жизни. Right? And the way Jesus asked this question, it's asked in a kind of a rhetorical manner. Really, he's really saying, you're not able to do this. You're not able to drink the cup. You're not able to be baptized with me. Ну и, конечно же, этот вопрос, он вообще риторический, отвечать на него не надо, да, он заранее несет в себе отрицание, то есть вы не можете со мной разделить мои страдания. It's phrased in a way that Jesus is telling them, it's impossible for you to do this. You can't do it. То есть таким образом Иисус говорит им, что вы не можете со мной пройти через этот путь страданий. But of course we have, and then he goes on in verse number 40. He says, it's it's not my prerogative. It's not my choice who's going to sit at my left hand and my right hand. That place has been prepared for, by the Father. It's predestined by the Father. Но в 40 стихе идет продолжение, да, и Иисус в любом случае говорит, что это не от меня зависит, а кому уготовано Богом. He writes it in kind of the passive, which means it's God's going to be doing the preparation. Ну, вот у нас в русском этого нет, да, но в некоторых современных переводах так прямо и написано, что кому уготовано Богом. And so
But James and John, they're the sons of thunder. They're kind of these fiery action guys, and they say yes. They already said yes. We can drink that cup, right? Ну и Яков и Иоанн не зря носили прозвище сыновья грома, да, потому что они так вот очень смело и дерзко отвечают: можем. Wherever, just like Peter, wherever you go, I'm going to follow. Nothing can stop me. Как в свое время Петр говорил, да, пойду за тобой куда угодно, никто меня не остановит. And just like Peter, Peter has, when Jesus said, you'll deny me 3 times before the cock crows. Just like Peter, he says, you can't do this. И так же, как Петру Иисус скажет, что еще до того, как пропоет петух третий раз, ты трижды предашь меня, да. Также и тут он говорит им, что нет, ребят, не получится у вас. But he says, kind of in between, I got myself switched around. In between here, the cup I drink, you will drink, and with the baptism which I am baptized, you will be baptized. So there will be suffering for them. Ну, опять же, он так вот мягко отвечает, да, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. То есть вы пострадаете, да, вы пострадаете. We see from the history and the church tradition of what happened to the 12 apostles, that they all suffered well, they all were killed, right? И мы знаем из истории, что все 12 апостолов, они, как говорится, умерли своей смертью, кроме Иоанна, да, то есть все пострадали. John managed to live a long life, but he ended up living on a desert island at the end of his life, right? So he suffered. Единственный, кто прожил долго и умер своей смертью, это был Иоанн, да, но мы помним, что жизнь свою он закончил в ссылке, в изгнании на далеком уединенном острове, поэтому страданий ему тоже было предостаточно в его жизни. Acts chapter 12 tells us that James was the first one of the 12 apostles to actually die. И из книги Деяний мы узнаем, что Иаков, он был как раз самым первым из апостолов, кто пострадал за веру, за Евангелие. And so it's this idea that with belief comes also suffering. То есть вот эта вот мысль, да, что вместе с верой приходят страдания, да, она верная мысль. And so of course, word gets back to the other 10 apostles that James and John have been talking to Jesus about giving them the right hand and left hand. Of course, they're upset. Вот. Ну, что же остальные 10 учеников? Они видят это, слышат это, и они, конечно, возмущены, что Иаков и Иоанн их пытаются обойти. But what are they upset about? Почему же они так негодуют? They're upset because they're probably upset because they didn't get to Jesus first, right? Because they want those positions too. Скорее всего, они так рассердились, потому что они сами бы хотели занять эти неплохие места по правую, по левую руку. They're thinking about their own position in eternity in the kingdom. Они тоже думают о своем месте, о своем ранге в новом царстве. And so it says they're upset, they were indignant at James and John in verse number 41. Вот. Поэтому, да, чувства их к Иакову и Иоанну очень резкие. Тут рассердились, самое легкое, да, вот есть перевод негодовали. And so it's time again for Jesus it says, he called them to him in verse number 42. When Jesus, anytime it seems like he has an important point to make, he calls the disciples to him. They know it's a teaching moment. И тут наступает момент для обучения, да, в 42 стихе видим, что Иисус снова подозвал их. То есть вот случается какая-то ситуация, да, Иисус использует эту ситуацию, собирает всех учеников вместе и дает им какую-то часть, какую-то порцию учения. And again, Jesus has to remind the disciples about how God's kingdom works. И снова Иисус напоминает своим ученикам о том, как устроено Царство Божие. Right.
he's already said earlier that, you know, the first will be last and the last will be first. Он снова напоминает им о том, что первые будут последними, а последние будут первыми. And that they need to seek to be servants of others rather than to claim authority over and control over other people. И что им нужно лучше служить друг другу, нежели пытаться стать всем начальником. He says, in verse 42, he says, those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. В 43 стихе мы читаем: «А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». And these are kind of real strong words about having like a mastering power over somebody. И вот, ну, достаточно, да, сильно сказано, кто хочет быть большим между вами, то есть кто хочет быть самым первым, самым главным, самым великим. And so the Gentiles rule in a way that is completely authoritarian, right? It's kind of a master-slave relationship. That's how they think of this power. То есть, конечно же, ученики, когда представляли себе, вот, как это стать большим, да, они, скорее всего, думали, да, вот, как было принято в то время и как было принято у язычников. In verse 43, Jesus goes on to say, but it shall not be so among you, or it isn't that way among you, or it's not that way in the kingdom. Вот. Почитающиеся князьями народов господствуют над ними, или вельможи властвуют ими, да, в этом мире. В 43 стихе Иисус противопоставляет, да, но у вас пусть будет не так. То есть Он снова говорит о том, что в Царстве Божьем все не так, как в этом мире. This is the way the kingdom works. The kingdom works differently. Именно так работает, именно так устроено Царство, и устроено оно не так, как этот мир. Right? In a sense, he's saying, if you're acting this way, if you're acting and lording and being power over people, then you're acting outside of the kingdom. You're not acting like someone who's in the kingdom. То есть получается, что Он им говорит? Он им говорит, что если вы будете вот так вот сейчас делать, как вы сейчас делаете, да, то есть стремиться захватить как можно больше власти в свои руки, то вы не от Царства Божьего, вы не по Царству Божьему ведете себя, вы ведете себя так, как будто вы в миру. And verse number 43 kind of takes this to what would have seemed like an absurd, a crazy conclusion to the disciples. Right? He says, whoever would be great must be your servant, and whoever would be the first among you must be the slave of all. И вот то, что в 43-44 Иисус говорит, оно, конечно, для мира звучит оно абсурдным, но это Царство Божие. Кто хочет быть большим, да будет слугою, кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Right, so he uses these words, servant. It's like a person who waits on you at the table, right, and brings your food and does things for you. Вот это вот слово слуга, да, слуга. Здесь употреблено то слово для того слуги, который вот обслуживает за столом, который стоит и ждет указаний. Then he goes one step lower. The slave is lower than the servant. И в 44 стихе, да, когда он уже говорит про раба, да, он, получается, еще на одну ступеньку ниже опускается, потому что слуга все-таки он хотя бы свободный человек. Раб. Yeah, a slave was not free. They had no will of their own. Their will was their master's will, right? А раб и не имеет ничего, и воли своей не имеет. Его воля — это воля его хозяина. And so even this very lowest person, you had to be the lowest of low in order to be the first in the kingdom. То есть вот настолько нужно быть, настолько нужно смириться, настолько нужно быть всем рабом, да, чтобы быть первым. So he goes on in verse 45 and he uses himself as an example.
И когда дальше, в 45 стихе, Иисус приводит пример, как это происходит, Он приводит пример самого себя. Right? The Son of Man came to serve, not to be served, to give his life, right? Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Right? So it's interesting, the Son of Man, we see, he does this all willingly. He knows what he's doing. И мы понимаем, что Сын Человеческий делает это по своей воле. Он прекрасно отдает себе отчет, что Он делает. The Son of Man, he willingly came off of his throne and came down and took on humanness. По своей воле Он оставил свой небесный престол, надел на себя человеческую плоть и оказался здесь. And he came, it says to give his life as a ransom. His life isn't taken from him. И пришел, чтобы отдать свою жизнь, то есть у него никто не забирает, он сам ее отдает добровольно. There's no accidents happening. There's no Jesus isn't outsmarted. He's not overpowered. He's doing exactly what he knows he has to do. То есть все, что сейчас произойдет, вся вот эта казнь, вот эта смерть, да, это происходит не потому, что кто-то перехитрил Иисуса, или что произошел какой-то несчастный случай. Нет, все это было ему известно, все это было запланировано, все это было предопределено. And so, and part of this process, he still is preparing the disciples to continue his work after he's gone. И когда Иисус вот все это рассказывает своим ученикам, да, Он в это время, кроме того, что Он дает информацию, да, что произойдет, Он все-таки готовит их к тому, как жить после Его ухода. And so that's why he's telling them about preparing them for his death and preparing them for how the God's kingdom needs to operate, how it needs to look on earth, this church on earth needs to look. Именно поэтому Он и рассказывает им о том, как Царство Божие должно быть устроено и как оно будет работать вот здесь, вот на земле. And so we come to now a kind of a contrasting story in verse number 46 about this blind man named Bartimaeus. И вот следующая история, о которой мы сегодня поговорим, да, про слепого Вартимея, да, эта история, она такая на контрасте как бы идет. And we'll see that Jesus is going to be giving this blind man sight. Мы видим, что Иисус вернет зрение этому слепому. And he probably sees more clearly from the beginning even than the disciples do in some ways. Но интересно, что этот слепой в каком-то смысле более зрячий, по крайней мере, какие-то вещи он видит лучше, чем даже ученики Иисуса. And so this story happens. They've been in Jericho and now they're leaving Jericho. A big crowd is with them. They're probably the crowds that are going on the journey from Jericho, continuing up to Jerusalem. И вот и Иерихон возникает у них по дороге, да, то есть они пришли в Иерихон, там побыли, и видим, что они уже выходят из Иерихона, и толпы опять их окружают. Это, скорее всего, люди, которые тоже отправляются в путешествие в Иерусалим. And so we see this a blind beggar. He's on the side of the road. His name is Bartimaeus. И вот около дороги мы видим, что сидит слепой нищий Вартимей, сын Тимеев. And he heard that Jesus of Nazareth is going by, or he knows he's going, finds out somehow, and he starts to cry out to Jesus to get his attention. И он слышал, он знает, что мимо него проходит Иисус из Назарета, и вот он начинает кричать, чтобы привлечь его внимание. And he's crying out, have mercy, have mercy. He knows that Jesus will be able to heal him. Он кричит: помилуй меня, и он знает, что Иисус может ему помочь.
And it's interesting, we see here that the crowd tries to stop him, right? They tell him to basically tell him to be quiet, right? И интересна реакция толпы, то есть ему никто не помогает, а наоборот все пытаются его остановить, чтобы он не кричал. But the more they tell him to be quiet and stop bothering Jesus, the louder he yells. Но чем больше его заставляли молчать, тем больше, тем громче он кричал. Because he knows that Jesus is the one hope that he has. He's desperate. Потому что он знал, что Иисус его единственная надежда, он был в отчаянии. And there would have been a huge crowd of people because there were thousands of people heading up to Jerusalem at this time for the feast times. Толпа, конечно, была очень большая, потому что люди отправлялись на Пасху, на празднество в столицу, поэтому там были тысячи, и вот он эти тысячи перекрикивает. So it's interesting, the crowd in many of these stories in Mark, it's almost like another character, right? They kind of have a thing of their own going on. And at the beginning, the crowd is blocking him from coming to Jesus. Интересно, что толпа во всех историях Марка, она присутствует как бы на правах отдельного персонажа. И у этого персонажа свои настроения. Вот здесь, в этой маленькой истории, да, начинается с того, что толпа, она враждебно относится к этому слепому и заставляет его замолчать. Remember earlier, the crowd was always getting in the way of Jesus when he was trying to do something. They were always crowding in on him, making demands of him, and now they're blocking him, this other guy, from coming to him. Помните, что часто в других историях было такое, что толпа мешала Иисусу куда-то пройти с постоянными своими просьбами, там что-то сделать, кому-то помочь, да. А сейчас они не пускают вот этого слепого к Иисусу. So we see interesting how this crowd, the character of the crowd changes because Jesus hears the blind man and he says, call him over, right? Call him. Вот, но настроение толпы изменчиво, да, как только Иисус остановился и велел позвать слепого, у толпы резко меняется настроение, да, то есть его пошли позвали, говорят, не бойся, вставай. So the crowd turns from this like great thing preventing this guy from getting to Jesus to come on, they're encouraging him and pushing him to Jesus, Да, то есть только что все его ставили на место, да, и никуда не пускали, а тут настроение резко изменилось, его под руки, как говорится, приводят к Иисусу. And so he throws off his cloak and he comes to Jesus, and then Jesus, and this is an interesting connection to the story of James and John. Jesus asked this guy the same question he asked James and John. He says, "What do you want me to do for you?" Итак, слепой предстает перед Иисусом, и тут мы видим интересную связь, интересную параллель между этой историей и предыдущей историей, да, между разговором Иакова и Иоанна, да, потому что вот Иисус задает этому слепому тот же самый вопрос, который он задал своим ученикам. Что ты хочешь от меня? Yeah, the same question is asked in verse number 36. В 51 стихе мы видим тот же вопрос, который мы видели в 36-м. But this blind man he's not looking to be great in the kingdom. He just wants to be able to see. И этот слепой человек, он не хочет быть самым первым в царстве, он хочет прозреть. He understands, this blind man understands who Jesus is. He probably understands and believes that Jesus is the Messiah. Он понимает, кто такой Иисус. Возможно, он понимает, что Иисус Мессия. But he doesn't ask for anything having to do with the kingdom. He just knows, and he definitely believes that Jesus can heal him, and that's what he wants. Но он не просит для себя никаких больших благ, он просит исцеления. Right? He says, "Rabbi, teacher, let me recover my sight." Он говорит, учитель, хочу прозреть. Jesus says to him in verse number 52, "Go on your way, your faith has made you well." И далее, 52 стих, мы видим, Иисус сказал ему, иди, твоя вера
спасла тебя. Right? And again, immediately this man recovers his sight and he joins the crowd and he follows Jesus on the way up to Jerusalem. И немедленно, да, то есть тотчас же слепой прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Right? And so this blind man has gone from being kind of outside of this crowd to and off the road to being in the crowd and following Jesus and on the road. Смотрите, как меняется его социальная позиция, да, только что он был около дороги, то есть он был где-то там за гранью, он был аутсайдером, а сейчас он идет по дороге, да, идет за Иисусом. And so in a way his faith and this healing has transformed this blind man into a disciple. Скорее всего, вера и исцеление превратили этого слепого не только в здорового человека, да, но и в ученика Иисуса. Right? You could say that a faith that is true healing faith or true saving faith will always result in discipleship. Right? Will always result in following Jesus. Мы можем сказать, что истинная вера, исцеляющая вера, спасающая вера, она всегда делает человека учеником Иисуса. And so Jesus now is continuing with this crowd. They're heading toward Jerusalem. In chapter 11, in the next verse, Jesus is going to draw close to Jerusalem. He's going to prepare and he's going to enter into the city. И вот они отправились в дальнейшее путешествие, и далее уже в 11 главе мы увидим, что они пришли в Иерусалим. And so next week we'll take a look at Jesus entering into the city of Jerusalem and the kind of the beginning of the final week, the final days of his life. И на следующей неделе мы будем вот об этом говорить, да. And we'll be looking at this next chapter, beginning chapter 11 next week. If you have any questions about chapter 10 of what we covered today, go ahead and send them to me through Viber, and we'll address those next week. Итак, на следующей неделе мы приступим к изучению 11 главы. Если же у вас остались какие-то вопросы по 10 главе, то, пожалуйста, присылайте их мне в Вайбере, и я попробую вам на них ответить в следующий раз. And with that, we'll close with the word of prayer. А сейчас давайте мы с вами завершим наше занятие в молитве. Отец Небесный, спасибо, Господь, за этот урок. Благослови, Господь, общину нашу, благослови, Господь, всех наших близких и родных. Пусть имя Твое прославится, Господь, во всех наших трудах. И, Господь, мы просим, благослови всех тех, кто сейчас находится в опасности, или болеет, или, Господь, испытывает какие-то нападки со стороны своих правительств, своих государств, Господь. Ты защити наших братьев и сестер в Беларуси, в которой сейчас очень неспокойно. Мы молимся за них, молимся за их безопасность, Господь. И склоняемся пред Тобой, пред Твоей волей, пред Твоим могуществом. Все в Твои любящие руки отдаем и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.